Здравствуйте. Я решил проанализировать выступление Михаила Саакашвили, причем не все, потому что он выступал больше. Там буквально за 3 дня, вот за 3 последние дня, включая вчерашний день, его выступление на Савике Шустере. И, во-первых, я обратил внимание на некоторые обещания. Я таких слов, наверьте, никогда не кидаю. Коломойский будет сидеть. И я так понимаю, что можно считать это предвыборным, а Михаил Саакашвили однозначно пойдет в Раду, предвыборным обещанием главы новой политсилы. Посмотрим. Я обратил внимание на некоторые смешные вещи. Сотни миллионов вкладчиков Приватбанка, которые, может, еще раз говорю, лопнуть. У Приватбанка, при всем уважении к Михаилу Саакашвили, нет сотен миллионов вкладчиков. Это он преувеличил. Но, что еще было интересно? Еще было интересно то, что после победы Трампа практически в каждом своем интервью Михаил Саакашвили обязательно упоминает то, что Трамп его хвалил. Я никогда не был замечен в популизме. Я был замечен то, что создал одну очень успешную страну. И, кстати, вот Дональд Трамп про это очень много говорил. Дональд Трамп об этом как раз таки говорил. Он постоянно рассказывает про то, что Трамп и его... он знаком с Трампом. И это, я так понимаю, что это станет козырем в его предвыборной. Там он звонил в эфир и говорил, что надо всему миру поехать в Грузию, у меня поучиться, что я один из самых лучших мировых лидеров. Именно Михаил Саакашвили предугадал победу Трампа. Когда он пошел в кампанию, все говорят, да, он это, да. Я говорю, выиграет. Выиграет. Я написал об этом книге 4 месяца тому назад. Выиграет. Михаил долго и в подробностях рассказывает о том, как именно он общался с Трампом. Он рассказывает некоторые даже интимные подробности, что ему негде было помыться. И тогда он встретился с Дональдом, и потом, на следующий день, Дональд поставил ему какую-то умывачку. И говорю, что... А я даже не знал, то есть я слышал, кто такой Трамп, но я сразу не установил эту связь, что это он. Я говорю, вот мне негде просто помыться. Полагаю, что дело завершится тем, что Саакашвили напишет книгу «Я и Трамп». Мы до 6 утра ходили по каким-то объектам в Батуми, а в 6 утра выехали на моем маленьком электромобиле. На самом деле, он, наверное... А когда вы с ним последний раз общались? Вот буквально 2000... Как раз во время периода Майдана, потому что... да, и тогда он мне сказал, вот стану президентом, еще раз тебя приглашу. Уже следующее выступление, но опять-таки, конечно же, о Трампе. Я общался с ним минимум несколько лет. Вы думаете, почему замолчал Михаил Саакашвили? Потому что он ждет, когда включат те самые золотые в канун предвыборной кадри, на которых он и Трамп. А где звук? Про нього, а потім і про країну. So now with Trump coming, everybody will be only talking about you. I just want to thank our... Ну вот уже включили, и Трамп смеется и похлопывает Михаила по плечу. Дональд Трамп считал, что меня нужно использовать из-за того, что мы сделали в Грузии. У Михаила не получилось стать использованным в Украине, но еще есть шанс. Если вы думаете, что я что плохое хочу сказать про Михаила, так вовсе нет. Просто мне нравится его слушать, и мне нравится анализировать то, что он говорит. Вот в этот раз я решил проанализировать ключевой момент, который красной нитью проходит по всем его выступлениям. Итак. Надо, наверное, проветривать после таких субъектов ваш телеканал, и после этих гнусных субъектов, которые тоже выступают по вашим каналам. Труханов, который является классическим бандитом. С Трухановым соревноваться с каким-то бандитом 90-х. Они вообще, наверное, с ума сошли уж. Они вообще с ума посходили или как они? Что у них? Крыша, наверное, поехала. Абсолютно никто. Почему ранее... Да, извините. Абсолютно никто. Михаил интересен тем, что он не выбирает никогда выражений, когда рассказывает о своих политических и прочих оппонентах. Да, мега богатая. Почему у меня нет 10-й части богатства Габко? Я хочу спросить. Риторический, с болью, с надрывом вопрос, почему у меня нет такого богатства, как есть у Анны Габко, а Михаил Саакашвили ознакомился с задекларированным богатством Анны Габко из ее декларации, это понятно, вызывает недоумение, но вполне возможно, что я просто не так понял. Какая-то Анна Габко, которая прогрессивна, она по-английски говорит. Посмотрите на декларацию этого Габко.
Все станет ясно. Михаила интересно слушать, несмотря на то, что иногда в его речи теряется логический смысл. К примеру, он говорит о том, что Порошенко должен сам лично с ним разговаривать, а не через своих вассалов. Администрация президента, пусть президент сам разговаривает. У меня достаточно уважения. И уже через несколько секунд он говорит следующее. После этих заявлений у меня желания с ним напрямую разговаривать уже нет. И дальше опять волны негатива. Главный жулик Одессы Гончаренко, которого все ненавидят в Одессе, у них не осталось ни одного порядочного спикера. Глупые и наглые очень. Наглые просто рожи. Но главным словом Саакашвили последнего времени, мне это нравится, является слово «барыги». Там вот этих ваших Рабиновичей, там всяких там регионалов или всяких там новых там этих и старых там этих отбросов общества. Барыг с банальных барыг. Это все они врут. Врут и обманывают. Скопление барыг, извините, какие они мерзкие ублюдки просто. И лжицы. Мразью просто, это лжи. Барыг и отбросы общества. Эпоха барыг состоит из барыг абсолютно прогнившими, циничными, антинародными. Отбросов украинского общества. Барыг. Кто из вас не играет в грязные игры по олигархов? Старый прохиндей. На самом деле скопление барыг. Проворовавшийся некий Гончаренко из Одессы, который украл. Мелкий воришка из Одессы, который был главным сепаратистом в Одессе. Этих барыг, которые сидят в Рате. В Англии, в Израиле, американцев, всяких там проходимцев. Что такое барыга? Это барыги. Это барыга. Избавиться от барыг, сидели в тюрьме, которые ограбили страну. Во время этой пресс-конференции произошел интересный инцидент. Барышня, представительница отстойного абсолютно сайта, лживого и мерзкого, который называется «Остров», который не отвечает за фейки, публикуемые у них в отношении других граждан, вознамерился узнать, почему Саакашвили не ответил на какой-то там их запрос. Следующий вопрос, Михаил Николаевич. Меня зовут Юлия Бибок, интернет-издание «Остров». Простите, что отвлекаю немного от темы, у меня вопрос о вашем недавнем прошлом. Короче, она болтает, задает свой вопрос, все слушают, болтает. Саакашвили не выдерживает. Может быть, коротко можете сказать? Нет, да? не могу. Не можете, тогда, извините, садитесь и дайте другим. Давайте я продолжу, хорошо? Нет, я тут не для того, чтобы вас слушать. Нет, я не для того, чтобы слушать какого-то засланного казачка, какими-то олигархами. Извините. Вы для того, чтобы я задала вам вопрос. Коротко вопрос. Я продолжаю. Один из запросов касался... Коротко вопрос. Коротко вопрос. И что? Но ведь он же уникален просто в своей способности отвечать так, как хочет, а не так, как надо. Ну, согласитесь. Я прошу вас ответить на вопросы, а не комментировать. Что значит не комментировать? Тогда вы сами отвечаете, я уйду. Барыги, барыжные рожи, бандиты, воры, проходимцы. Когда я вижу эти обнаглевшие рожи, Пресманы, Гончаренко, всяких там псов ихних, от этой мрази, вот с этой швалью. Следующее его выступление, это выступление, феерическое выступление у Савика Шустера. Кстати, у Савика Шустера присутствовал некий Илья Пономарев. Он, как я понимаю, постоянно прилетает, или он тусит постоянно в Украине, в общем. И Илья Пономарев, понимая, что он находится перед украинской публикой, а они все уже понимают, как надо, ну, знаете, я не хочу сказать лизнуть, но прогнуться под публику, скажем так, он рассказывает интересные вещи. А мне стыдно тому факту, что парламент моей страны таким образом реагирует на выборы в другой стране. Тем самым они только подписываются, что они не самостоятельные люди. Это он в Украине рассказывает про российский парламент и рассказывает о том, что российская власть не самостоятельна, потому что внимательно следила за избранием Трампа, и это у них number one, в общем. И они там праздновали, когда Трампа избрали. Они не самостоятельные люди. Он рассказывает это в Украине, и зал аплодирует. Дальше Илья решил прогнуться еще как бы ниже, но при этом получилось у него не очень, получилось немного нелепо. Он во многом обязан и победой голосам украинцев, живущим в Соединенных Штатах. Пенсильвания – один из ключевых штатов. В нем многочисленная украинская община. Ой, что случается, когда ты хочешь так понравиться публике и пытаешься прыгнуть выше себя, выше своего роста. По поводу роста. Здесь Савик Шустер как раз таки отпустит интересную шутку, и залу понравится. Рост Савика Шустера официальный 1,72 м. Рост Путина такой же, официальный, подчеркиваю, да. Но я видел Савика, как бы вблизи видел. Савик пошутил. Ну, он действительно на Путина в некотором смысле похож. Особенно ростом. Ростом, наверное, нет, но вот характером.
Ну и вот, наконец-то, речь взял наш герой Михаил Саакашвили. И начинает он необычно. Отбросом, что и барыгам, которые себя называют правительством. Эти барыги, которые сидят у нас в парламенте. Рядового барыги второго или третьего созыва. И от барыг, коррупционеров и воров. И тут, как рояль в кустах, оказывается как раз-таки рекламный ролик Саакашвили. И Савик Шустер его ставит в студии. И... Покажите, может, ролик Да. со звуком. Покажите ролик со звуком. Да. И когда мы говорим про барыг, в парламенте барыги, в парламенте сидят барыги. Есть барыги. Ну и, конечно же, взрывается пятая точка у представителя президента Алексея Гончаренко. Вы готовы заплакать? Заплакать. Я готов идти на детектор лжи куда угодно. Савик успешно затыкает рот Гончаренко, который возмущался тем, что программа Савика стала похожа на рекламный ролик Саакашвили. Ну, дальше Михаил продолжает. И вот такие барыги. Барыги. Но превращать в обычную барыгу. Отбросы и барыги. Шавок, который сепаратистов. Надо барыг. У вас есть парламент. Мне нравится Михаил Саакашвили тем, что его интересно смотреть и слушать. Это, знаете, как свежая струя. Всегда свежая струя. Хотя эта река течет уже очень-очень много лет. И я надеюсь, что вам и мой блог понравился, потому что в нем был Михаил Саакашвили.